то время как яркие красочные вспышки и громкие взрывы фейерверков могут завораживать людей, собак, к сожалению, они могут дезориентировать, сбивать с толку и по-настоящему пугать. Очаровательной австралийской овчарке по кличке Джози было всего 5 лет, когда она сбежала из своего дома в Техасе, испугавшись громоподобного шума пиротехники. К сожалению, она так и не вернулась, но после почти десятилетнего отсутствия животное было случайно найдено брошенным в гостиничном номере во Флориде. Собака из Техаса, пропавшая почти 10 лет назад, была найдена брошенной в отеле во Флориде. Она едва могла ходить и наконец-то вернулась в объятия своего любящего хозяина. По словам спасателей собаки из Orange Sound Animal Services, когда они нашли Джози, она едва могла ходить, вероятно, из-за запущенного случая артрита, но щенок все еще был чрезвычайно милым и нежным. Спасатели сразу же влюбились в очаровательно милую собаку, но очень скоро поняли, что будет очень трудно найти для нее дом из-за ее плохого состояния здоровья и возраста. Люди выстраиваются в очередь у наших дверей за щенками и маленькими собаками, а пожилых собак всегда не замечают и игнорируют, пояснили в приюте. К счастью, у собаки был микрочип, и после его сканирования информация привела к семье Джози в Техасе. Когда мы им позвонили, мы преподнесли им сюрприз всей жизни, написали тогда в своих социальных сетях сотрудники службы защиты животных округа Ориндж. Семья не могла ее нигде найти. Они долго ее искали, и даже спустя 7 лет они не теряли надежды, добавили они, отметив, что вместе с волонтерами они каждый день переживают душевную боль и горе, но возможность увидеть что-то подобное стоит каждой минуты. Джози испугалась фейерверков и убежала из дома в Техасе, когда ей было всего 5 лет. Хозяин собаки, Керри Смит, фотожурналист МБС Даллас-Форт Вортх, не мог поверить своим ушам, когда ему позвонили сотрудники Orange Sound Animal Services и сообщили, что его собака наконец-то найдена более чем в 1000 милях от дома. Он немедленно прыгнул в самолет из Техаса во Флориду, чтобы воссоединиться со своим давно потерянным пушистым другом. Хотя все еще было непонятно, как австралийская овчарка оказалась так далеко от дома, Керри не смог сдержать слез, увидев ее. Собака также не могла оторвать глаз от своего хозяина и снова лизала его руку, пытаясь подобраться к нему как можно ближе. Если бы мы могли написать такой счастливый конец для каждого из наших животных, мы бы это сделали. Все, что мы можем сделать, это сделать все возможное, чтобы их всех увидели и вернули домой. Как Джози, позже написали в приюте в социальных сетях. Собака определенно помнила своего хозяина и была ошеломлена, наконец, воссоединившись с ним. Мое послание всем: чипируйте своих собак, и я знал, как только она пошла к ветеринару, я получу звонок, которого ждал 7 лет, сказал Керри. Я всегда задавался вопросом, жива ли она, счастлива ли она и хорошо ли себя чувствует, и сейчас она не в порядке, но мы сделаем так, чтобы ей стало лучше, добавил он. Мужчина объяснил, что Джози сбежала из дома 7 лет назад, испугавшись фейерверка в День независимости. Она могла бы перепрыгнуть через Луну, если бы захотела, и она сделала это 3 июля. С тех пор я ее не видел, вспоминает Керри. Отвезя Джози обратно домой в Техас, он с нетерпением ждет возможности сделать ее оставшуюся жизнь максимально комфортной и прекрасной. Если я смогу сделать ее последний этап жизни более счастливым, это будет замечательно для нас обоих, сказал он. По данным компании по уходу за домашними животными Purina, у собак исключительно чувствительный слух, поэтому сильные звуки, такие как гром или фейерверк, которые также обычно неожиданны, заставляют многих собак нервничать. Фактически, 4 июля убегает больше собак, чем в любой другой день года. Чтобы защитить собак от таких пугающих ситуаций, некоторые эксперты советуют использовать успокаивающие накидки, жилеты и рубашки, которые успокаивают многих животных, приносить с собой любимые игрушки, создавать дома комфортную атмосферу и, конечно же, ставить им микрочип, чтобы люди могли легко идентифицировать собаку и связаться с ее владельцем. В случае с Джози потребовалось почти десятилетие, чтобы ее нашли, но благодаря микрочипу собака наконец-то вернулась домой, в любящую семью, где ей и место.